Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас затрону одну тему, которая будет очень актуальна вот именно сейчас. Эта тема называется, когда наши привычные модели восприятия начинают от нас уходить. Начну издалека. Когда я еще работал, знаете, вот в таких кабинетах, где висят дипломы да, об образовании, ну, у меня такой тоже был период, когда я работал именно вот как такой психотерапевт, вот, то я замечал такую вещь, что 2 раза в месяц у меня стабильно приходило ощущение такого, как бы, сказать помягче, стресса. И я начинал думать о том, что как вообще вот я хожу, ко мне приходят люди, еще платят деньги, я им помогаю. Да как я вообще могу помогать им? Ну я же никто. Ну звать меня никак. Ну вообще я просто букашка, козявка, промокашка. То есть ну вообще по нулям. И конечно же в моменте это состояние мне не нравилось. Я не понимал, откуда вообще оно берется. И пытался с ним как-то даже бороться, сопротивляться ему. Потому что в моменте оно очень неприятное. Но я потом заметил, что спустя там 8, примерно 9 месяцев, периодически так повторялось, я заметил, что каждый раз после такого стресса я практически полностью менял модель психотерапевтической работы, улучшал ее. И это было очень здорово. И это прям вот тенденция была. Вот, вошел в этот стресс, в это обнуление так называемое, и потом испытываешь состояние того, что ты уже совершенно по-другому, на новом уровне работаешь. И тогда я начал понимать, что по сути своей это наше привычное восприятие реальности, да, привычный информационный, я не знаю, поток, который у нас находится в сознании, он уходит. И когда он уходит, вот мы себя чувствуем разбитыми, какими-то голыми, ну все, ушло старое. И одновременно с этим мы еще как бы не вошли в новый информационный поток. То есть мы еще новую вот эту информацию никак не можем ее переварить, что ли, я не знаю, как-то там принять. И знаете такую вещь, что если это с вами происходит, вот подобное ощущение, подобное состояние того, что вот оно было нормально, вот все шло, ну все шло хорошо, а тут просто чувствуешь, ну вообще никак себя. Это офигительно. Знаете почему? Потому что все, вы вышли в новое состояние, в новое ощущение. Просто пока что еще сами этого не поняли. Ну а теперь главный изюм этого видео. Что делать? Что делать, чтобы стало хорошо? И на это есть ответ. Знаете, что надо делать? Как бы я вначале сейчас расскажу это на видеообраза, а потом мы по-русски переведу, да? Зациклить. Представьте себе вот этот вот круг. Как бы, то есть мы вот были в одном цикле, разорвались, вышли из него, перешли в новый цикл. Потом нам опять придется разорваться и в новый цикл и так далее. И вот мы идем по расширяющейся такой модели, матрицы, да, условно говоря. И что мы начинаем делать в этот момент? Зацикливаться, то есть создавать норму жизни для нас. То есть вот мы, вот это вот состояние обнуления, оно происходит часто из-за того, что нам дали порцию чего-то там свеженького, нового, хорошего, а мы еще к этому не адаптировались. И поэтому наша задача сразу начинать представлять, что вот так счастливо мы жили всегда. Да, вот прям представлять, что вот это вот счастье, которое у нас гипотетически либо формируется, либо уже сформировалось, просто мы еще пока что в голове сидим, боремся со всем, оно становится нормой жизни для нас. То есть, условно говоря, часто обнуление бывает, например, в процессе открытия бизнеса, ну потому что страшно, штаны мокрые, да, приходится двигаться, от страха там все уже обделался. Что мы начинаем делать в этот момент? Да представляем, что у нас уже, там, я не знаю, тысячный этот салон красоты мы там открываем, или там тысячную школу для себя открываем. И для нас это норма. То есть, понимаете, мы начинаем так, ну, вообще относиться ко всему настолько ровно, настолько спокойно, как будто это с нами вот происходило уже тысячи лет. И мы вот ровно к этому относимся. То есть мы начинаем это зацикливать, заводить теперь в привычную норму жизни. И знаете, что потом этот кружочек тоже разорвется, и придется выйти в новое состояние.
Но так как у меня есть большой опыт вот именно подобных обнулений, ну, вот просто по судьбе так сложилось, что я его часто испытывал, то я заметил, что после 50-го раза уже нормально воспринимается. То есть это тоже вопрос опыта. Первые 50 раз, когда у меня это было, мне это состояние очень не нравилось. Сразу хочется во все тяжкие пуститься. Вот. Самое лучшее, конечно, сразу пойти на спорт. Не во все тяжкие пускаться, а на спорт пойти. Хорошенько заземлиться на спорте. Вот. Но после 50-го раза, вы знаете, нормально, вообще уже незаметно, обнуление идет, старое вот все там оно куда-то улетает, но ощущение совершенно другое теперь. Вот вам на заметку, и поэтому, знаете, дорогие мои, да, обращаюсь сейчас к нашим людям, к тем, кто идет в развитие, идет в Бога, идет в любовь. Знаете, что если это происходит, это замечательно. То есть вам уже станет легче на 50%, если вы просто будете понимать, что это офигительно. Знаете, что многие психологи, там, эзотерики, они годами работают на то, чтобы у людей это произошло. А я знаю, что у наших людей просто благодаря просмотру YouTube канала, там, я не знаю, прочтению этих постов, там, до писем наших и так далее, вот такие подвижки идут там даже без личных консультаций. Представляете себе? Вот. И это замечательно, и это замечательно. Я счастлив, поэтому пользуйтесь. Знайте, что все у Бога идеально. Если оно так идет, значит так должно быть. И наша задача не противиться, переставать как баран об новые ворота биться, а становиться более такими гибкими, такими плавными, мягкими, понимаете, чтобы оно вот все сонастройку шло. Всего хорошего, пользуйтесь этим состоянием. Я думаю, что оно вам сейчас это видео поможет. Ну и как бонус еще разок скажу, когда идет такое обнуление и вам вот это видео даже не помогло, просто знайте, что сейчас вы закладываете кирпичи в будущее, сейчас вы фундамент для будущего строите. Проживая этот стресс, вы таким образом формируете свое счастливое будущее. Это, я думаю, осознание может принять каждый. Пользуйтесь этим, сонастраивайте себя. До новых встреч, пока.